Спасибо, Господи. Ну вот, в связи с назначением, избранием вас на высокую синодальную должность председателя отдела внешнецерковных связей Московского патриархата, хотел бы напутствовать вас. Должность, которую вы восприняли, связана с очень непростой повесткой дня. Это работа, как теперь говорят, на внешнем контуре, который в настоящее время не является абсолютно безмятежным, спокойным, но напротив отмечен значительным напряжением и многими конфликтами. И хотя эти конфликты не в церковной области, но церковь, хочет она этого или не хочет, но она вовлечена в силу просто своей природы в жизнь людей, а через эту жизнь и, конечно, соприкасается с проблемами. Поэтому хотел бы призвать благословение Божие на ваши труды, пожелать вам крепости сил душевных и телесных, трезвой мысли, твердости в принятии решений. Ну и, конечно, если одна твердость, то не всегда это бывает хорошо, чтобы эта твердость сопровождалась, осмотрительностью. Но и есть такой обычай, вот эта панагия принадлежала владыке митрополиту Николаю Крутицкому и Коломенскому, который был председателем отдела внешних церковных сношений еще при патриархе Алексии, конечно, и воспринял эту должность в далеких 40-х годах прошлого века. Когда владыка Николай покинул эту должность, он передал эту панагию владыке митрополиту Никодиму, который воспринял должность председателя отдела. Когда владыка покидал, он передал эту панагию владыке митрополиту Ювеналию. А из рук владыки митрополита Ювеналия эту панагию получил я. Вот на обратной стороне такая надпись: «Святейшему патриарху Сергию от духовенства города Москвы 2 февраля 1944 года». Вот эту памятную панагию, связанную с патриархом Сергием и со всеми вашими предшественниками по управлению отдела внешнецерковных связей, я в виде видимого знака возведения вас в эту должность и возлагаю на вас, владыка митрополит. Аксиос. Аксиос, аксиос, аксиос. Ваше Святейшество, позвольте мне в этот день в первую очередь поблагодарить вас за то высокое доверие, которое вы, члены Священного Синода, оказали мне, назначив на такую ответственную должность. Ровно 15 лет тому назад я, по вашему благословению, впервые переступил порог отдела внешних церковных связей и стал трудиться в качестве личного секретаря его председателя, в качестве вашего личного секретаря, ваше Святейшество. И находясь в этой должности, я уже тогда немного познакомился с целями и задачами, которые стоят перед отделом, узнал, как он работает. Эти знания углубились тогда, когда, по вашему благословению, я был направлен на служение в Италию. Ну и затем, когда в течение почти уже 7 лет я занимал должность руководителя управления по зарубежным учреждениям. Все это время я тесно взаимодействовал с отделом, с его сотрудниками и был погружен в повестку его работы. Я хорошо понимаю, какие непростые цели и задачи передо мной стоят, и сколько трудов меня ждет. Но знаю я это не только потому, что осознаю эти цели, но и потому, что я имел возможность видеть, как в качестве председателя отдела трудитесь вы. Вы, ваше Святейшество, нам часто говорите, вашим ближайшим сотрудникам, о том, что мы должны трудиться, не жалея сил, что все свои силы мы должны полагать ради церкви. И я хорошо знаю, что это не просто какая-то красивая фигура речи, а вы это говорите потому, что вы всегда трудились так сами. Вы все свои силы полагали для того, чтобы совершать свое служение, очень часто даже забывая о простой человеческой необходимости отдохнуть. Я хотел бы вас заверить в том, что я со своей стороны, ваше Святейшество, буду все свои силы полагать ради того служения, которое мне доверено. Прошу ваших молитв о том, чтобы мне на этой должности суметь принести пользу Церкви Христовой и быть вам надежным помощником в ваших трудах. Благодарю вас, владыка. Спаси Господи.